Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжу рубрику «Вещи из СССР». Правда, речь пойдет о японской вещи, о стереосистеме фирмы Technics, SH60 модель называется. Таких центров уже не делается. Да и самой фирмы Technics, к сожалению, уже не существует. Итак, небольшой обзорчик настоящей японской аудиотехники. Включается система вот такой вот кнопкой. Имеет красивую подсветку. Начнем, пожалуй, с деки. К сожалению, кассет у меня не осталось ни одной. Они очень много места занимали. Я их подарил своим друзьям, все раздал, их было очень-очень много. Но продемонстрировать работу деки я вам, к сожалению, не смогу. Могу только рассказать. Дека открывается с кнопки. Вставляется кассета, закрывается. Пишет, конечно, идеально кассеты. Ну, вернее, писала в свое время. Имеет реверс. Можно кассету в одну сторону было включать, можно было в другую. Шумопонижение было. Перемотка треков по песням была. Можно было включить счетчик. Можно было перематывать по одной песне, по две песни. В любую сторону. Все действия с декой отображаются на усилителе. Здесь вот должен быть счетчик, если кассету вставить, но я вам этого, еще раз говорю, продемонстрировать не смогу. Дальше есть CD-ченджер на 5 дисков. Диски у меня, слава богу, есть, я вам покажу, как он работает. Можно запрограммировать песни на каждом диске, поставить 5 дисков, каждый диск будет играть отдельную песню. Запускаем диск. Вот он. Вот так вот вставляете просто диск сверху и нажимаете play играть. Индикаторы меняют свой цвет на зеленый и происходит музыка. Также есть непосредственно сам усилитель, на котором основная индикация идет всего. В этом усилителе встроен также FM-тюнер. То есть можно включить радио или выбрать режим. То есть это кассеты слушать, деку выбираете первая или вторая. Это звуковые входы с различных устройств. Вот первый вход, второй вход VCR, это видеокассетный магнитофон подключался, чтобы домашний театр из центра делать. Третий вход DVD проигрыватель. Четвертый фона написано. Ну, в принципе, эти все входы можно использовать для чего угодно. Это просто, чтобы самому не путаться. Когда вот к процессору сзади подключаете все входы, сделанные в виде колокольчиков, чтобы вы сами не запутались, что вы включаете. Я даже не знаю, что такое фон, если честно. Ну, к нему, например, можно подключить еще было виниловый проигрыватель, докупить к этой системе. Вот в этот вход включить. Ну и дальше тюнер, непосредственно радио. Выше находится процессор. Здесь куча режимов эквалайзеров, Dolby Pro Logic, включать 5 колонок, включать 2 колонки, чтобы только играла. Регулировка тембра, как ручная, так и автоматическая. Есть предустановленные режимы. Вот, как видите их. Heavy, Clear. У меня на ручном режиме выставлено.
Можно вот этими кнопочками быстро проводить настройку эквалайзеров. Громкость прибавляется вот этой вот круглой большой кнопкой. Тут вот есть индикация громкости. Видите? Вот. Чем больше звук, тем больше красненьких полосок появляется. Ну, в принципе, до нуля это будут все полоски гореть. На полную мощность. Ну, так включать его опасно. Ну, соседи просто прибегут сразу. Он очень громкий. Очень мощный. Сейчас я вам продемонстрирую на примере какого-нибудь компакт-диска, как он работает. Ну вот возьмем компакт-диск, например, группы Чиж. Нажимаем кнопку «Открыть дисковод». Я 5 дисков вставлять не буду, я только один вставлю. Потому что это уже все равно, если 5 дисков засунешь, уже проверено, все равно их все не слушаешь. Легче вставить диск, послушать песню, которая нравится, вытащить. Это может быть для какой-то вечеринки заранее подготавливать музыку. Раньше было вполне себе неплохо, но сейчас, согласитесь, на компьютере все намного удобнее, поэтому диски просто для души. Вот вставил диск, он начнет играть. Вот первый трек заиграл. Теперь по регулировке тембра. Я вообще люблю все вручную выставлять. У меня тембр всегда выставлен вот таким вот образом. Средние частоты ровно, а низкие и высокие чуть-чуть завышенные. Это более объемное звучание придает аппарату. Мне вот именно вот такая вот настройка нравится. Я считаю ее идеальной. То есть, пожалуйста, можно вверх поднимать частоты, вниз. Вообще не вопрос. Индикацию тоже можно менять, как вам больше нравится. Здесь центральная колонка, чтобы звучало, чтобы только 2 колонки работали. Вот, это surround красный появились, звук вокруг. Все 5 колонок звучат. Это 3D эффект отдельно выключается, включается. Есть кнопка тест, проверить громкость колонок, когда их расставляете для домашнего театра, чтобы каждую было слышно одинаково. Колонки просто шипят в этот момент. Также сама индикация, но мне нравится вот в таком вот формате эквалайзеры показывают. Он не просто так от балды играет, он действительно показывает, как песня звучит, какие частоты. Это вот стандартный, здесь все понятно. Есть вот такой вот режимчик. Это уже больше для красоты. Ну и вот как у меня всю жизнь включено, вот так вот сверху, как будто музыка бьет. Мне это больше нравится. Вот выключаем. В данном центре есть будильник. Можно выставить, чтобы, допустим, в 7 утра он сам включался на определенную радиостанцию. А допустим, в 8 утра сам выключился. При этом программируется не только радиостанция, но и громкость, с которой он включится. То есть, если вы там ночью громко слушали музыку или там днем наоборот, и громкость не убавили, утром не произойдет такого, что он заорет на всю катушку.
он включится с той громкостью, которую вы запрограммировали, причем будет включаться медленно, потихонечку до той громкости, которую вы выставили. Идеально для будильника. Когда я пятидневку работал, я всегда этот центр включал на Эльдорадио. Поскольку на этой станции нет перерыва утреннего по понедельникам, как на других бывает. И она меня вот так вот будила, рассказывала о погоде, играла приятная музыка, и можно было собираться на работу. У этого центра вот такие вот большие колонки у меня стоят по углам комнаты. Там 3 динамика, бас, низкочастотный динамик, среднечастотный динамик и высокочастотный динамик. Вот так вот это все выглядит. Закрыто все это сеткой. Также у центра вот такой вот центральный динамик. Там, я так понимаю, не один динамичек стоит в центральной колоночке. Этот динамик раньше ставился на телевизор. Вы помните, раньше телевизоры позволяли на себя устанавливать колонку, она экранированная, с ножками. Но на современный телевизор ее не поставить, поэтому она стоит за телевизором. Вот так вот это все смотрится, если вам хоть что-нибудь видно будет. Я потом еще в интернете вам покажу, как они смотрятся нормально. Просто отключать тут тучу проводов, поверьте, не хочется. Поэтому дальше по интернету посмотрим. И также есть динамики, которые вешаются на стену. Это для эффекта Dolby Pro Logic, чтобы смотреть фильм. Чтобы, когда на картинке, допустим, там сзади машина едет, вы слушали именно, что она сзади едет. Что на экране происходит, то в центральном динамике. Ну а остальной фон создается уже большими колонками при просмотре телевизора. Это именно для системы домашнего театра было. Также в комплекте к центру идет вот такой вот пульт дистанционного управления. Им можно ставить было как кассеты, так и компакт-диски, менять треки, слушать радио, прибавлять громкость. Вот сейчас вот, если батарейки не сели, попробуем радио включить. Нет, работает еще. Вот, и вот, допустим, прибавляем звук на пульте вот этими вот кнопочками нижними. А вот включаем диск, например. Вот давайте поставим, например, вторую песню. Вот так вот просто нажимаем 2, играет вторая песня. Вот сейчас я включил демо-режим, просто посмотреть, что может отображать процессор, какую информацию, все возможности, как можно эквалайзеры регулировать здесь, какие настройки. То есть вот видите, справа точечка бегает, это вот такой полуавтоматический режим настройки эквалайзеров есть, он самый нижний. Как бы перемещаете джойстик по этим стрелочкам. Частоты, конечно, очень сильно звук меняют. Здесь это очень сильно чувствуется. Жалко, что сейчас YouTube за малейшую песню банит. Я даже не знаю. Но не с YouTube же мне музыку записывать, компакт-диск, чтобы дать послушать, как звучит этот центр. Но я думаю, вы и так все понимаете, что это аппарат, конечно, хай-фай класса, и звук у него просто идеальный, учитывая, когда все 5 колонок особенно заработает. Это вот предустановленный режим, он показывает, какие есть. Ну и так вот по кругу. Вот сейчас демо-режим отключим.
Включим его в стандартный режим работы. Ну, вот он пишет, что нет диска. Вот, тюнер. И он начинает играть музыку. Вот сейчас моно включено. Вот стерео. Это когда радио плохо работает, то в режиме моно можно послушать. Тут есть уже система РДС, еще в то время у японцев уже была, то есть показывает, видите, Эльдорадио пишется. На то время это была большая редкость. Ну, тогда это только внедрялось еще. Это одна из последних разработок Техникса была. Давайте дальше перейдем к компьютеру. Посмотрим, как он должен выглядеть был, когда он был новый. Так, вот я вижу данную модель на Авито нашел. За 15 тысяч ее кто-то продает. Правда, тут у колоночек уже сеток нету, но зато видно, какие под сетками динамики. То есть низкочастотный, который заменяет сабвуфер. Сабвуфера к нему не было, и его не подключить, нет отдельного выхода на сабвуфер. Но он и не нужен, поскольку здесь два таких огромных низкочастотных динамика. Дальше среднечастотный динамичек и высокие частоты. Плюс вот эти вот колоночки. Их раньше, кстати, многие именно вот в таком вот виде и ставили прямо на стол, эти центры. Хотя мне нравится, что эту систему можно разделить, поставить вот как у меня в полку. Так он кажется огромным, а так его почти не видно, когда в комнату заходишь. Колоночки спрятаны, и все нормально. Вот вид данного музыкального центра сзади. Вот такими именно проводами подключаются колоночки. Крокодильчики. Левая и правая колонка. Провода из тыловых динамиков и из центрального не вынимаются. Но они очень длинные. Где-то метров по 5 эти провода. Их хватит, чтобы провести на всю длину комнаты. Вот так вот выглядит процессор сзади. У него 3 аудиовхода. Например, подключить видеомагнитофон отдельно, отдельный телевизор и отдельно DVD-плеер. Ну, можно что угодно подключать, это без разницы. Также сзади есть вот такой вот выход для басов на колоночках. Все очень грамотно рассчитано. Очень качественная вещь. По характеристикам, друзья, конечно, сейчас везде информация разнится. Центр старый. Вижу только архивные записи. Но вот, более так похожая на правду. 2 колонки умножить на 100 Вт. По-моему, когда я покупал, вся мощность центра это 160 Вт была вместе с 5 колоночками. Так что вполне возможно. 2 колонки по 100 Вт это, наверное, многовато. Ну, наверное, 50 Вт одна колоночка. Может быть, Вт 70. Не знаю. Попробую сейчас еще сайт посмотреть. Ну да, вот здесь вот реальное описание моей модели Technics SC-EH60. Здесь, наверное, у человека еще паспорт к нему сохранился, поскольку вот такое вот я помню. То есть выходная мощность 2 на 100 в нормальном режиме, 2 на 70 Вт колоночка, плюс 70 Вт, плюс 70 Вт. Получается передние 140 Вт, центральная 70, а задняя, наверное, 70, что ли. Тюнер память на 39 радиостанций, прием сигналов РДС, таймер воспроизведения, включения-выключения, CD-чейнджер на 5 компакт-дисков, цифровая сервосистема с сигнальным процессором Match, блок двухкассетной деки с автореверсом, система шумоподавления Dolby, BNR, но это вот для кассет было актуально. 3 предустановленных режима звука: зал, металл и чистый. Это для классики, например, слушать ручной 15-полосный эквалайзер. Так, фронтальный корпус дерева, DSP плюс пластик, трехполосная
с вуфером диаметром 17 сантиметров, среднечастотный динамик 12 сантиметров, центральный канал однополосная с полнодиапазонным динамиком диаметром 10 сантиметров. В центральной колонке один динамик все-таки. Подключается Blu-ray, DVD, TV и так далее. Есть коаксиальный выход 2 штуки и вход 4 штуки. Вот такая вот системка. Вот. Technics 60 был один из последних адекватных Technics'ов. Это была середина 90-х годов. Затем вышел Technics 600. Он был вот такого светлого цвета уже. Колоночки у него как бы были более открытыми. Вот так вот они выглядели. Но у него почему-то пропала функция, когда слушаете, например, радиостанцию, то 5 колонок вы не включите. Можно было слушать радио только с 2 колонок. Мне нравится с 5 слушать. Почему я должен только с 2 слушать? Поэтому эта модель мне не понравилась уже. Вообще не понимаю, зачем это убрали. Якобы только для домашнего театра оставили возможность подключения 5 колонок. Вот. То есть вот сейчас вот у меня включено радио. И работают все 5 колоночек. На 600 же модели только вот в таком вот режиме, в режиме 2 колонок можно слушать радиостанцию. Все. 5 колоночек вот так вот вы на нем не включите. Хотя звук совсем другой. Комната наполняется приятно достаточно. Ну вот японцы поступили таким путем. Это уже был закат фирмы Technics. Или самый рассвет, когда она прекратила существование. Не знаю даже, как правильно сказать. Конечно же, данный аппарат уже устарел, к сожалению, так как в нем нет самого главного. Он не может читать флешки и даже MP3 диски. То есть годен он лишь для прослушивания радио сейчас и для прослушивания старых обычных CD-шных дисков. Но тем не менее, все равно продолжает радовать. Дисков у меня достаточно. Их, в отличие от кассет, я отдавать не собираюсь. Иначе смысла действительно в этом Technics'е не будет. Ну а по качеству, ребят, работает. 20 лет уже работает. Ничего ему не делается. Все исправно. Ну, немножко вспомнили молодость. Это будет в рубрике «Вещи из СССР», оставшиеся у меня. На этом всем пока. Спасибо за внимание. Удачи.